В мрачном и суровом мире, полном жестокости и безразличия, где страдания и боль стали нормой, на свалке, забытой всеми, родилась история о любви, стойкости и семейных узах. Старушка Надежда, жизнь которой была полна потерь и лишений, однажды сделала выбор, который изменил не только ее собственную судьбу, но и судьбы 3 беспомощных младенцев, найденных на свалке. Эти дети – Александр, Максим и Людмила – стали символами надежды, несмотря на окружение отчаяния. Когда Надежда наткнулась на 3 младенцев, она не могла оставить их умирать. Несмотря на свой преклонный возраст и трудные условия существования, она решила взять на себя заботу о них. Каждому из детей бабушка дала имя, а с ними и свою безграничную любовь и заботу. Бабушка Надежда стала для детей не просто опекуном, а их единственным спасителем от немилости судьбы. В ее глазах горела искра надежды, и с каждым днем эта искра становилась светом, который согревал маленькие сердца. Жизнь на свалке не щадила никого. С утра до вечера Надежда искала еду на отходах, надеясь, что кто-то проявит к ней сострадание. Этой надежды становилось все меньше. Многие проходили мимо, не замечая ее или не желая замечать. Однако внутреннее желание сделать что-то ради детей не позволяло ей опустить руки. Каждый будущий день она поднималась с мыслью о них, готовая пожертвовать всем ради их безопасности. Согревая детей своими объятиями, она чувствовала, что только так может защитить их от морозного ветра, пронизывающего жестокую действительность. Дети росли в бедности, но окружение бабушки Надежды было сплошным проявлением искренней любви. Несмотря на скромные условия, в которых они жили, Надежда старалась сделать все возможное, чтобы их детство было хоть немного радостным. Каждый кусочек найденного хлеба, каждое мгновение, проведенное вместе, превращалось в маленькое, но важное воспоминание, которым дети могли дорожить. Время от времени, когда им везло, кто-то из добрых людей оставлял немного еды или обнимая их словами поддержки, и это добавляло маленьким сердцам сил. Для детей эти маленькие радости казались бесконечно важными в противовес боли и страданиям. К сожалению, здоровье Надежды с каждым днем ухудшалось. Бедная старушка изо всех сил боролась за свою жизнь, чтобы продолжать заботиться о детях. Но силы покидали ее, и каждый приступ кашля становился все более сильным. Он приносил не только физическую боль, но и страх оставить детей одних. С каждым новым днем Настя понимала, что эта борьба может быть последней. Однажды, когда кашель остановил ее на месте, она поняла. Ей стало слишком плохо, чтобы даже встать с постели. Дети, не догадываясь о том, что их единственный защитник уходит от них, оставались с бабушкой, полной любви и преданности, не ощущая, что этот день станет их последним днем вместе. Смерть Надежды пришла маленькой тенью, окутывающей ее во сне. Никаких криков, никаких мучений, лишь нежный переход. Она покинула этот мир с надеждой на то, что оставила наследие любви и поддержки, но на самом деле ее уход стал началом конца. Никто не интересовался ее смертью. Это был всего лишь еще один случай в том бездушном мире, где никому не было дела до таких, как она. Вскоре после смерти Надежды детей выбросили на улицу, как будто их существование не имело никакой ценности. Началась новая жизнь. Жизнь бродяжек. Их судьба стала ужасной и безрадостной, и они каждый раз продолжали терять то самое главное, что было у них – друг друга. Дети, сбившись в стаю, стремились выжить. Они начали скитаться по улицам, стараясь найти себе временное укрытие и постоянную еду. Но надежда не покидала их, хоть она иногда давала о себе знать слабыми лучами. Каждый новый день открывал для них неизведанные горизонты, полные опасностей. И все же детский дух оказался сильнее.
Они сидели на порогах ресторанов, надеясь на подаяние от прохожих, как будто это являлось их единственной отдушиной. Каждый раз, когда проходила мимо хотя бы одна добрая душа, их сердце наполнялось надеждой на то, что мир не так жесток, как они думали. Среди очередного сбора подаяний старушка по имени тетя Роза, проходя мимо, заметила Александра и, увидев в его глазах безразличие и страдания, решила подарить ему кусочек хлеба. В тот момент их сердца заполнились надеждой. Они чувствовали, что даже такая небольшая помощь может стать опорой в темные времена. Это была крошечная награда за их борьбу. Они делили этот кусочек хлеба, несмотря на его малую ценность, и в этом красноречивом моменте была не только питательная сила, но и сила отношений, которые связывали их, укрепляя связь между ними. Тем не менее, мир был полон жестокости. К сожалению, однажды Максим был избит за попытку украсть яблоко. Эта ситуация показала всю безотказанность меры наказания, которая должна была понести не только он, но и другие. Александр и Людмила, наблюдая за происходящим, пытались защитить Максима, но были безуспешными. Никакие слова, никакие крики и ни одно желание не могли остановить жестоких крепких рук. Их жизнь напоминала бесконечную череду угнетения. Они продолжали скитаться, собирая остатки пищи и стыдливо пряча свои слезы. Однажды Александр был пойман за кражей хлеба. В тот день его арестовали и увезли в исправительную колонию. Он испытал мгновение, полное горечи, оставив своих братьев, которые остались один на один с безжалостной реальностью. Теперь они стали совершенно одиноки. Максим, находясь под тяжелым бременем горя, стал жертвой мужчину, который предложил ему еду и тепло, и тот, не обдумавши, с радостью согласился. Однако это соглашение стоило ему жизни, и он не осознавал, что вскоре его ждут только новые страдания. Максим исчез, и Людмила оказалась одна, полная страха и отчаяния. Она искала его повсюду, но все ее усилия были тщетны. С каждым днем она теряла надежду, и ее сердце сжималось от боли. Провидение снова повлияло на их жизнь. Дмитрий, влиятельный и холодный человек, всегда находился неподалеку. Он следил за их судьбой с лукавой улыбкой, словно предвкушая беду, которая ждет детей. Его хладнокровие напоминало об истинной жестокости, о том, что в этом мире действительно существуют монстры, которые имеют полное право играть с малыми судьбами. Дмитрий – тот, кто однажды приказал выбросить детей на свалку и теперь наблюдал за их страданиями с презрительной ухмылкой. Он манипулировал всем вокруг, используя деньги и запугивание, осознавая, что дети не должны были пережить все эти невероятные испытания. У него была цель – держать их в неведении, лишить счастья, а затем, когда они потеряют все, их судьбы обернутся против них самих. Проявляя свои темные интриги, Дмитрий не задумывался о том, какую жизнь ведут эти дети. Для него они были всего лишь пешками на его шахматной доске, жертвы в борьбе за ресурсы и власть. Александра, попавшего в колонию для несовершеннолетних, ждала жестокая реальность. В этом аду, полном надменности и жестокости, он научился выживать и защищаться, стараясь сохранить свое человечество. Он стал жертвой системы, которая требовала жесткости, но внутри остался внутренний свет, который пока не угас. В ходе своей участи он встретил Дмитрия, который увидел в нем потенциал, испортив его. Сначала это была неявная угроза, а затем предложение стать его правой рукой. Боясь всего худшего, но осознавая, что у него нет выбора, Александр, не имея другого выхода, согласился. Тем временем Максим, попав на фабрику, оказался в новом аду. Работая в нечеловеческих условиях, он чувствовал, что никогда не сможет выбраться оттуда. Каждый день его тело истощалось, а его душа угасала, темнее с каждым новым озарением. Надежда в его душе медленно угасала,
и интерес к спасению стал недостаточным, чтобы привести его к действию. Он молчал, приспосабливаясь к этому новому аду, но не теряя зрения своего предназначения. Подсознательно он понимал, что его братьев подвела не только судьба, но и их собственные прошлые ошибки, которые теперь терзали их разом. Тем временем Людмила все настойчивее ощущала, что за ней следят. Она пыталась найти убежище, пусть и даже временное, и думала о том, что сил больше не осталось. Дмитрий, понимая, что ее жажда справедливости постепенно возрастала, приказал не дать ей остаться в живых. Она даже не догадывалась, насколько ее положение опасно, как будто сама судьба отрезала все пути к спасению. Тем не менее, несмотря на мрак, который надвигался на нее, Людмила оказывала отчаянное сопротивление, искренне веря в собственные силы. Даже Александр, став правой рукой Дмитрия, выполняя все его приказы, терял свою человечность. Он больше не верил в семейные узы и сострадания. Вместо этого холод и жестокость стали его лучшими друзьями, несмотря на разрывающиеся вспышки в его памяти. Образы детства, бабушки, счастливые минуты с братьями. Теперь он шел по пути, пройдя мимо семян, которые когда-то были посеяны. Дмитрий поручил ему разобраться с предателем, но все это стало лишь частью общей игры. И тем самым старые воспоминания, несмотря на искаженное состояние здоровья, стали мучить его с завидной регулярностью. Тем не менее, Максим был измотан, его силы закончились. Он жил без надежды, но животное желало выживать. Людмила, напротив, стала сильной и решительной. Она искала своих братьев в горе желанием восстановить связь, несмотря на существующие между ними пробелы. Она нашла Александра в подпольном баре, но он, потеряв память о былом, не узнал ее. Он был во власти нового хозяина, и ей пришлось мириться с фактом, что его больше не существует. Но Людмила не собиралась сдаваться. В ее душе горело желание вернуть то, что у нее когда-то было. Наконец, в трущобах Людмила нашла Максима и, крепко его обняв, попыталась утешить. Максим, будучи полон уверенности в том, что его никто не ищет, был шокирован ее словами. Однако Людмила была полна решимости спасти их и вернуть единство. Она жестом показывала, что они вместе, но на горизонте маячило зло. Дмитрий наблюдал за ними, уже видя, как перенести семью к своей темной душе. Он не собирался оставлять их в покое. Дмитрий приказал своим людям следить за Людмилой, словно они стали самыми неожиданными полевыми мероприятиями. Она понимала, что каждая секунда снижается до нуля, когда они продолжали движение друг за другом. Однако самое печальное заключалось в том, что Александр и Максим тоже стали объектами охоты. Последствия обернулись против них, и все стало еще более сложным в их борьбе. Не зная, насколько велик страх, Людмила пыталась вновь найти свои корни, полные веры и надежды на процесс воссоединения. Конфронтация с Дмитрием стала катастрофой, которая могла обернуться против них всех. Дмитрий предложил Александру выбор: старую жизнь с любовью и заботой или новую с властью и силой. Людмила, взывая к его записям, пыталась найти точки соприкосновения, продвигаясь ко встрече с жесткими решениями. Однако Александра сдерживали внутренние разрывы, увлекая в новую реальность, а Максим, будучи связанным и плохо понимающим, что происходит, продолжал бороться за Людмилу, даже когда шансы сводились к нулю. После затянувшегося напряжения между Людмилой и Дмитрием назрел кризис. Дмитрий стал утверждать, что его кровь течет в жилах Людмилы. Она, полная твердости, отказалась подчиняться ему и его людям. В то время как Александр колебался, у него возродился последний свет надежды. Он встал на защиту Людмилы, принимал осознание и давал обширные шансы на благие действия. Их игра на понимание и человеческое добро стала завершаться событием, когда раздался выстрел,
И Александр наконец решился и выстрелил в одного из людей Дмитрия. Александр, действуя из эмоций, выстрелил в Дмитрия, раняя его. В панике Людмила, проявившая невероятное мужество, вызвала полицию, надеясь, что на этот раз может произойти перемена. Дмитрия арестовывают, с горечью преследуя его еще строгие планы. Эта ситуация расколола их семью, но они не собирались упускать шанс собрать оставшиеся осколки. Людмила и Александр, поймав ритм действий, решили начать новую жизнь вместе, но впереди их ждали новые испытания, новые возможности, полные надежды и мудрости. Людмила и Александр, полные решимости, отправились на поиски Максима, неустанно вытягивая силы и прорываясь через трудности. Они отыскали его в заброшенном здании, показывая всю мощь воли, которую когда-то хранили. Их сердца наполнились надеждой, возвращаясь к нему, как будто знакомые голоса вновь раздавались в их ушах. Все трое воссоединились и решили изменить свою жизнь, чтобы больше не быть жертвами непростой судьбы. С новой надеждой семья решила открыть ресторан «Надежда» для бездомных детей. Это заведение вскоре стало пространством для любви и заботы, местом, где всегда будет тепло и свет. Они стали опекунов для детей, как когда-то бабушка Надежда дарила им теплоту. Ресторан, наполненный жизнью, стал их духовным домом, стал живым свидетельством тому, что даже в самых темных условиях любовь всесильна и способна преодолевать любые преграды. Людмила, Александр, Гейс и Максим были счастливы, полны благодарности за новую жизнь, которая разгорала в их сердцах. Теперь, оглядываясь на то, что произошло, Людмила осознавала, что их прошлое не определяет будущее, что они стали не только узниками своих давних страданий, но и архитекторами новой судьбы. История детей, оказавшихся на свалке, говорила о мужестве, упорстве и свободе выбора. Это был путь к познанию силы семейных уз, стремление к справедливости и объединения. Их стремление к справедливости и счастью открывало очевидный свет, фокусируя внимание на том, как детская любовь и преданность могут изменить мир вокруг. Это напоминание о том, что даже в самых темных условиях человеческое сердце, наполненное светом и надеждой, способно зажечь огонь, который будет освещать путь к новому началу, давая шанс бесконечному потоку жизни.